Всем привет, с вами Руслан на связи. И профессиональных безработных будут вводить новые для них штрафы. Тех людей, которые не будут взаимодействовать с Интрео, да, и со службами, которые связаны с Интрео по предоставлению работы безработным. С нового года будут, конечно, ужесточены эти правила. Будет штраф в размере 90 евро, имеется штраф минус к вашей выплате. Если сейчас ставка, да, 232 евро на взрослого человека, то если вы не будете соблюдать все правила, будете игнорировать сообщения о работе, о том, чтобы ходить к вашему консультанту и так далее, сейчас мы дальше все это рассмотрим подробнее, то у вас с ваших выплат минуснут 90 евро. Но это после 2 официальных предупреждений. Письменных предупреждений вам придут о том, что вы должны, обязаны прийти туда-то, либо туда-то. Если вы еще раз нарушите, то еще одно предупреждение. И уже третьим, как говорится, не предупреждением, третьим вариант уже будет официально вам снизят сразу максимально на 90 евро. Это в неделю, это не за весь месяц, как кто-то подумал, ребята. Это будет в неделю минус 90 евро. То есть получали 232, и вот минусните это минус 90. Получится 142 евро всего лишь. Ощутимо? Конечно. В том году таких людей, которые минуснули из общего котла людей, которые ищут работу, всего лишь 4000. Мне кажется, это не слишком и большой показатель. То есть в 2024 году 4000 человек столкнулись с сокращенными выплатами. И в этом году, пока мы не приняли еще вот эти вот поправки, то всего лишь было, если я не ошибаюсь, 40 евро, или 45. Вот, составляло всего лишь 44 евро. Сейчас подняли до 90. То есть 44 это как было бы, да, не слишком и много. И многие это игнорировали, не приходили. Это вы понимаете, что это нужно делать постоянно. То есть, и они в прямом смысле все равно намекают, что даже если ты не будешь приходить, тебе минуснут вот эти вот 90, все равно ты будешь получать остальные 140. 142 евро все равно будешь получать. Как мы знаем, с Нового года выплаты повысят, там уже будет другая сумма. Но факт остается фактом, что полностью лишить тебя выплат, это нужно что-то делать за гранью уже возможного, чтобы тебя лишили какие-то махинации, возможно, то есть где-то что-то недорассказать, не показать, либо есть у вас какие-то доходы скрытые, вот там вот более серьезнее. Если вы серьезный безработный и просто, не знаю, ну, вам лень вообще что-то делать, вы просто лежите на диване и все, ну, я не знаю, как можно пропускать, да, постоянно какие-либо встречи, если вам это, вас заранее вам сообщают об этом, приходят какие-то письма с Интрео, то есть есть вот эти вот, да, специальные центры, куда вас вызывают, там в раз-два или в 3 недели, где у вас там есть куратор, он вам помогает сделать CV, как искать работу, регистрация на всех вот этих вот сайтах по поиску работы в Ирландии. Если вы, я так понимаю, пропускаете 2 таких сеанса, то вам вот уже на 3-й раз вам сокращают выплаты. Ясно дело, если вы одумались, пошли, начинаете обратно ходить, я думаю, что там через месяц-полтора вам обратно вернут полную ставку. То есть здесь все-таки делается кнут и пряник, он здесь работает хорошо. Если ты одумался и идешь по пути исправлению, тебе сразу все возвращают. Никто тебя наказывать долго, там, годами, месяцами не будет. Здесь даже к украинцам еще все равно лайтово относятся. Если ты уволился даже сам по своей воле, там указано обычно 3 месяца, да, нужно ждать, чтобы тебе обратно вернули выплаты. Если ты именно сам уволился, если тебя уволили, то моментально с следующего дня тебе могут уже вернуть выплаты, то есть со следующей недели, я имею в виду, без проблем. Но если ты увольняешься сам, то там в законе указано, что до 3 месяцев. Но обычно многие, я спрашивал, украинцы говорят, что через 2, через 3 недели восстанавливают, особенно если ты ходишь и постоянно, как говорится, да, плачешь, ноешь и напоминаешь о себе, рассказываешь, что тебе не хватает, все плохо,
и так далее, то буквально 2-3 недели максимум и выплаты восстанавливают. Так что к украинцам все-таки еще относятся более-менее с пониманием и не так жестко, как к другим. Так что давайте все-таки будем выполнять все правила, если меня смотрят те, кто на выплатах, бо в следующем году будет, как я понимаю, более жестче правила проверки и будет уже не церемониться так сильно. Сам перевод от Google Translate немножко он, да, как сказать, ну, он не слишком правильный, и немножко он коверкает слова, не так это все понимает, и это же машина, это не человек. И тут много просто таких вот, да, фраз, противоречий, если не будет взаимодействовать. Тут многие могут понять, что, типа, ты сам должен инициативу проявлять и идти прям выпрашивать работу, давайте, я хочу, я готов. Нет, это не так работает. Например, если вам предлагают работу по программе ТУЗ, кто знает, тот знает уже, она обязательная, вы не можете от нее отказаться. Если вы откажетесь вот от нее, да, это тоже взаимодействие, то вам минуснут выплаты вот на 90 евро сразу. Если вы откажетесь от этой вот предложения, вам могут другую работу по этой же программе еще раз предложить. Если вы ее откажете, то вам могут лишить вас выплат, могут на 2 недели, на неделю, не знаю, на месяц могут, либо нет, я, наверное, сомневаюсь все-таки, но могут вам попортить жизнь вот этими всеми действиями. То есть имеется в виду взаимоотношения, вы понимаете, взаимодействие. Если вас приглашают на какую-то ярмарку, пойдите на нее, не брыкайтесь. Если у вас есть какая-то причина, очень важная, тут внизу в статье указано, кстати, ссылочку на эту статью я оставлю в описании к этому видео, переходите, смотрите, читайте сами, чтобы вы понимали, что я это говорю не с потолка. Все должны понимать, что просто имеется в виду именно когда Интрео вас просит о чем-то, если вас отправляют на какие-то курсы, либо предлагают вам что-то, вы не можете постоянно от всего отказываться. То есть если что-то говорится, вам нужно это принять. ТУЗ, это уже многие прошли, многие уже почувствовали, многим даже и снижали выплаты, многие не хотели, им была, ну, для них работа была неприемлема, они не хотели работать на той работе, которую им предлагали. Но ТУЗ, там же как делается, там в прямом смысле смотрится весь список, выбирается тех, кто входит в квалификацию по той работе, вот считают, что ты подходишь для этой работы, вот тебе ее предлагают. Ты можешь, конечно, это оспорить, но чтобы оспорить, это должны быть весомые аргументы. Первый аргумент это, конечно, если ты сейчас там болеешь, либо какие-то проблемы по здоровью. Но если проблемы по здоровью, значит ты не подходишь под выплату джобсикера, и тебе нужно, значит, делать либо временно недееспособный, либо disability allowance. То есть здесь смысл того, что нельзя просто прийти и сказать, у меня болят ноги, руки, там, не знаю, спина, я не могу. Но если ты не можешь, значит, тебе нужна другая выплата, потому что выплату джобсикера, то есть соискателя работы, получают те, которые готовы в любой момент, в любую минуту, в любой день выйти и готовыми быть к работе на полный рабочий день. Там так и указано. То есть на full time. Вы должны готовы быть на full time. И ту работу, которую вам предлагают, вы обязаны ее принять. То есть вот эти все моменты, они учитываются, когда вы, когда вы отказываете, либо не отказываете. Если не отказываете, то идете работать. Тут также написано, что если вы пропускаете вот эти связанные там семинары, обязательные какие-то, да, встречи, то если это по здоровью, вы сможете предоставить справки от врача без проблем. Вам все восстановят, никаких претензий к вам не будет. То есть если ваше отсутствие будет подтверждено официально, у вас была причина адекватная, то обратно же никаких претензий к вам нету. Говорится про тех, кто профессиональный такой, да, безработный, кто сидит уже годами, и ему предлагают бесконечно что-то, ему все не так. То есть вот этих людей будут потихоньку расшевеливать, их будут раскачивать, чтобы они понимали, что вечно так не может продолжаться. В конце здесь написано, что с 2011 года только ввели, да, вот это вот штрафы вот эти вот, то есть выплаты людям, которые отказываются сотрудничать с должностными лицами департамента, либо участвовать в программах возвращения на работу, будут сокращены их выплаты на 44 евро в неделю. И вот сколько прошло уже лет, и только в 2024 году, да, они сделали изменения, чтобы
был штраф в размере 90 евро. Вы понимаете, да? Сколько лет прошло, и не только немножко как-то решили снизить, да, как-то смотивировать, как-то стать более угрожающим для тех людей, которые профессиональные безработные. Это, я думаю, вообще, ну, очень весомый аргумент в то, что Ирландия все-таки лайтовая страна, и она к тем, кто не работает, к тех, кто брыкается и пытается как-то отлынять, они все-таки не слишком за ними следят, бегают. И как-то, мне кажется, с каждым годом, когда человек все больше и больше сидит на вот этих вот выплатах, то они все больше про него забывают, и просто он уже остается тем человеком, кто он есть, и они уже просто, если он захочет, сам придет, мы ему поможем. Если не хочет, пусть себе сидит, живет, и все будет у него нормально. Вот мне что-то кажется так, потому что я заметил в начале людей, которые получают джобсикера, их жестко, особенно первый год, семинары, курсы, потом отправляют его к вот этому куратору, да, чтобы ездить каждые 2-3 недели, чекиниться у него. То есть постоянно человека вот так вот пытаются раскачать, чтобы он двигался в прямом смысле. Но потом, после года-полтора, потихоньку забывает. Все потому что я понимаю, что система работает в таком темпе, что она пытается в первый год тебя не то чтобы подчинить, найти тебе работу, помочь, но потом, когда это проходит, то приходят новые люди, понимаете, теперь нужно заниматься ними, и теперь новенькие в приоритете, а тот, кто, как говорится, смог, да, пройти вот этот этап и отстоять свое, типа, да, свою безработность, то есть тот, который, ну, не смог подчиниться, никак не смог найти работу там за год-полтора, вот никак не получилось, нигде, никакую подработку, вот ничего вообще. Про него забывают, потому что кураторы уже занимаются другими людьми, не может куратор быть и заниматься постоянно одним человеком 2-3 года, никак. Я даже читал там правила вот этих вот, да, организациях, которые помогают Интрео, которые посредниками являются, которые помогают вам вот эти вот встречи, нетворкинг, вот это все они делают, то там даже написано в одной компании, я зашел, и там написано, что год, да, они вот эти услуги предоставляют, и потом тебя могут обратно отправить к вот этим вот эту вот организацию только через 2 года. То есть тот, кто год отходил туда, то есть 2 года, я понимаю, его трогать вообще не будут, тут просто, потому что на его место уже пришли другие люди и занимаются ними. 2 года пройдет, если ты ничего не найдешь, то тебя обратно отправят на вот это вот к этому вот куратору, да, чтобы он обратно тебя пытался тебе помочь, ну, многие называют обработать и дать тебе какую-то работу, чтобы ты наконец-то пошел и работал, платил налоги. Это работает, делается так. Такая вот у нас сегодня новость. Не скажу, что она слишком грустная, я думаю, она справедливая. В Ирландии давно нужно что-то делать, вводить, чтобы люди активнее двигались, потому что в Ирландии очень много программ, и в прямом смысле многие семьи, вот в прямом смысле, они живут они получили, например, если они получили государственное жилье, за которое платят копейки просто, это не их жилье, но они могут там пожизненно жить, то они просто, многие прохаванные семьями идут на выплаты, либо кто-то работает неполный рабочий день, оформляет рабочую семью, и там просто вот программа на программе, и в принципе рядом живет семья, которая работает, папа и мама, да, но у них нет никаких программ, и они за все сами платят, и у них нет medical карт, и по факту получается, что на руки у всех одинаковое количество денег. То есть вот так вот сделано социальное государство. Оно всех уравнивает, и тот, кто ущемленный, да, ну, класс, и тот, кто может себя обеспечить, типа сам, по факту они могут себе позволить одинаковое количество еды, путешествия, покупок, потому что тот, кто платит за себя все, у него забирают налоги, рент и все остальное. Тот, кто не платит, живет на программах, за него платит просто это государство. По факту, тот, кто работает, да, он получает на руки немножко больше. Тем более, если у него там в час 15 и больше, это понятно. Но все равно они почти уравнены. То есть немножко, да, тот, кто работает на полный рабочий день, он немножко больше получает, но
это больше не так прям ощущается, как бы, наверное, может быть, хотелось, но обратно же не забываем про социальное государство. Это тогда, когда всех людей, неважно, ты алкоголик, наркоман, либо безработный, либо ты работаешь, либо ты бизнесмен, вы все должны позволить себе почти одинаковые возможности должны быть у каждого. В этом и смысл. В этом смысл. Неважно, у тебя миллион, да, долларов, ты можешь себе позволить, не знаю, там, сходить и скупиться в Лидле шикарно, это понятно. Но и тот, кто безработный, он тоже может, в принципе, те же продукты купить, одинаковая будет практически у вас продуктовая корзинка. Вот так вот все это делается. Обратно же я немножко, ну, все это ультрирую. Миллионер, там, понятно, он может поехать в ресторан себе и покушать на 200-300 евро за один раз. Это понятно, себе не может позволить безработный. Но факт остается фактом, что тут все максимально уравниловка. И последнее, это положение по-прежнему будет применяться в соответствии с новым законодательством, однако человек, получающий пособие по безработице в размере 232 евро в неделю, может остаться с выплатой 142 евро в неделю из-за неспособности взаимодействия с департаментом социальной защиты. То есть ты не умеешь взаимодействовать, ты не умеешь базарить, ты не умеешь приходить на встречи, все а-ля улю, минус 90 евро в неделю. Если человек снова обращается в службу социального обеспечения, ему восстанавливают выплаты, полные выплаты, пособия по безработице. Как я и говорил, то есть человек одумался, пришел, начал взаимодействовать, пошел на какие-то курсы, на какие-то встречи, семинары, и все нормально, галочку поставил пару раз, и выплаты обратно ему восстановили. Ирландия это не злая страна, она очень добрая, толерантная, позитивные здесь люди, и они все понимают. Тот, кто хочет, тот себя реализует, тот, кто не хочет, может в депрессии, может не хочет, можно просто не нравится работа. То есть тут все это понимают максимально, но пытаются, конечно, человека расшевелить. Это хорошо, это позитивно, я считаю, это нормально. А Энтрео, это обратно же, как у нас, просто организация под названием, да, Центр занятости. Так что, ну, ничего удивительного здесь нет. Эти нововведения будут приняты уже в 2025 году, то есть пока все по-старому еще работает, изменения уже введены, и когда их опубликуют официально в государственных информагентствах, то есть на gov.ai, да, то мы тогда уже поймем, что и как. Пока мы это уже все презентовали, это официально уже приняли, просто теперь с датой, когда это будет введено, они еще там решают. Решат, опубликуют, и теперь профессиональные безработные немножко, конечно, пострадают. Но мне кажется, в Ирландии выгоднее все-таки работать и обеспечивать себя самому, потому что ипотеку или кредит на машину тебе на выплатах никогда не дадут. А без машины и своего жилья здесь туго, и жить тогда бессмысленно. Это лично мое мнение. Нас всегда на связи, держу в курсе.